У нас сегодня довольно ветрено. Я одела наушники, потому что ничего не будет слышно. Сегодня решила немножко поболтать с вами на берегу моря, ответить на вопросики, которые очень часто мне задают. А также есть такие комментарии, которые носят, можно сказать, для меня оскорбительный характер, потому что когда я делаю видео о масках, наряду с хорошими комментариями часто бывают такие, что пишут, что я делала уколы, какие-то операции, какие-то сверхъестественные процедуры для лица. И вот на эту тему хотела поболтать с вами. В общем, хочу сказать, что ни одна иголка не касалась моего лица с целью улучшения моего вида моей кожи. Я спасаюсь только домашними масками и какими-нибудь новейшими кремами, сыворотками, а также я делаю массаж лица, разные упражнения некоторые для лица. В общем, я стараюсь делать все дома сама, к косметологам я не хожу, я не очень-то доверяю им, и я не очень доверяю этим современным процедурам, которыми сейчас все увлекаются. Я сама себе косметолог. Зачем мне к ним ходить, когда я прекрасно чувствую свою кожу и очень хорошо за ней ухаживаю, она отвечает мне взаимностью. И тем более подтяжки, вот эти операции, это очень рискованно. Я вижу, что все, кто прибегают к такого рода процедурам, они не очень-то хорошо выглядят, неестественно, и у многих бывают частенько различные осложнения. Мне это не нужно, я не хочу рисковать своим здоровьем, мне достаточно того, что я делаю сама для себя дома. Но сегодня решила затронуть эту тему, потому что под последним моим видео с маской было много подобных вопросов. И некоторые я, конечно, удалила, которые были очень оскорбительно агрессивные комментарии. Один или два там я пропустила именно для того, чтобы ответить, что я ничего не делаю. Никуда не хожу и только спасаюсь именно домашними средствами в основном. Кое-что, естественно, покупаю, не без этого, но под кожу ничего не ввожу, ее не режу, не колю. Мне это, я считаю, не нужно. Тем более в моем возрасте, мне 63 сейчас, а через пару месяцев будет уже 64. И зачем мне надо это колоть, ходить? Не вижу никакого смысла вообще в этом. А еще, кстати, меня любят оскорблять, наверное, лысые женщины с плохими волосами. И говорят, что у меня это привязанные волосы, не мои собственные. Потому что я вот иногда закалываю их крабиком небольшим. Но это мои собственные волосы, ничего здесь не привязано. Вот, кстати, я недавно покрасила волосы. Краску я вам уже показывала, я оставлю ссылку на то видео. Цвет очень хороший, мне нравится. Волосы мои собственные, я за ними ухаживаю тоже, показываю вам маски, как могу. Кое-какие биодобавки я пью. Я уже вам говорила, биотин для волос очень хорош. И все мои семена. Приду домой, покажу. Семена я мелю меленько, заливаю кефирчиком, и это употребляю, и это очень хорошо вообще для всего организма. И для волос, и для ногтей, и для кожи, и для внутреннего здоровья тоже. Вот так вот. Ничего не привязываю, это не парик, это мои волосы собственные. В общем, я думаю, что эти комментарии завистливые и оскорбительные пишут женщины, которые очень плохо выглядят, и, возможно, у них очень плохие волосы. Но вместо того, чтобы ухаживать за собой получше, они решили оскорблять кого-то. Зачем? Непонятно. Мне так странно получать такие комментарии, что нормальный человек, который ухаживает за собой, всем почему-то кажется, не всем, а некоторым, кажется, что он
производит над собой какие-то странные процедуры. Но неужели не видно, что у меня все натурально? У меня не надутые губы, у меня все хорошо, естественным образом. Ничего не изменено абсолютно. У меня все в гармонии. Зачем мне страдать? Зачем мне себя насиловать? Что-то разрезать, что-то вкалывать без показаний на то здоровье. Ладно, еще если операции нужны, когда какое-то здоровье там плохое может быть. Но это же не косметологические операции, не с целью улучшения своего вида, а просто для спасения жизни, то это да, можно потерпеть. А так, я считаю, это дурости какие-то. Ну, может быть, кому-то это нужно, да ради Бога. Мне это не нужно совершенно. И если бы я это делала, то я бы их, возможно, и рекламировала бы. Потому что иногда мне прилетают такие комментарии. О, какой хороший хирург! Вам сделал подтяжку, дайте адрес, дайте имя. Это в Италии вы делали, ну такие смешные. Я отвечаю, самая лучшая операция — это не сделанная операция, которая не нужна совершенно. Вот это самая лучшая операция. Я вижу тоже и на других видео, у других девочек, кто показывает, как он ухаживает за собой, там маски или массажи. Привязываются какие-то группы людей или боты, это не знаю. Чтобы обесценить труд этой женщины, они пишут: фильтры, она фильтры применила, поэтому она так хорошо выглядит. Какие фильтры? Никакие фильтры не помогут, если ты плохо выглядишь. Не надо обесценивать труд других людей. И к тому же, на видео, где я показываю маски, я вообще никогда никаких фильтров не применяю, потому что эти видео я снимаю дома на старенькую мою камеру Sony. Какие там фильтры могут быть? Что к чему напишут? Лишь бы обесценить вот труд других, возвысить себя или как-то оправдать себя. У меня на видео о масках нет вообще никаких фильтров никогда. Так что не надо придумывать. И не надо говорить, что я делала операции, и не надо говорить, что я делала уколы и какие-то сверхъестественные процедуры. Этого даже близко нету. Вот самая лучшая процедура — гуляй вдоль моря. Кровь играет, становишься сразу свежий, румяный, плюс какая-то масочка, и все вместе работает хорошо. И еще сейчас домой приду, покажу вам все эти стаканы семян у меня. Значит, я беру 2 ложки молотых семян мелко, заливаю стаканом кефира. У меня все это настаивается несколько часов, и я потихонечку это съедаю. Может быть, это в крови, как-то на генном уровне. Плюс у меня еще профессия химика, связана с химией. И я более-менее понимаю процессы, которые происходят в каких-то веществах. Вот, я люблю настаивать масла на разных травах, готовить такие вытяжки, как бы инфузы. Но я не нагреваю это все холодным методом. У меня настаивается долгое время, все натягивается, и потом это я все применяю тоже и в маски, и в кремы, и так на лицо добавляю тоже по капелькам вот это. Плюс я люблю чаи травяные пить, разные. Иногда покупаю готовые смеси, здесь в Италии продают очень качественные. Иногда покупаю отдельные травки и сама смешиваю. Иногда я даже кое-что выращиваю у себя на балконе, вернее на террасе. И тоже добавляю туда в эти чаи. Вот и все. Все одно к одному складывается, плюс позитивный взгляд на жизнь. Полностью себя переработала. Раньше тоже ныла, жаловалась. Думала, что я несчастнее всех. Но все-таки я переломила себя, и даже сейчас частенько появляются такие мысли, но я их быстро
им сворачиваю рога и вывожу все на позитив. Все, вот так вот, прямо насильным образом прекращаю думать о плохом и начинаю думать о хорошем. Вот и все мои советы, как ухаживать за собой. В общем, надеюсь, что я все объяснила. И не обижайтесь на меня, если вдруг я чей-то комментарий удаляю. Например, если пишут: а у вас фильтр, я удаляю, потому что это ложь. Или: а вы делали операцию, а вы делали ботокс, тоже удаляю, потому что это ложь. Зачем мне распространять эту ложь? Мне это не надо. Так что подумайте 10 раз, прежде чем ляпать что-то на других каналах. Может быть, кому-то это неприятно. Вот. Тоже держитесь позитива, чувствуйте себя, свою кожу, свой организм. Дышите правильно. Тоже много раз уже говорила. Вдыхайте на счет 4, потом задержка дыхания на счет 4, и выдох может быть и на 5, и на 6, сколько сможете, более глубокий. Вот, периодически это тоже надо делать. Так идет и кровоснабжение мозга лучше, и вообще всего организма. Все как-то приходит в норму постепенно. Ну, вот такие простые советы. Я думаю, что они никому не повредят и могут оздоровить, продолжить, продлить свою молодость, интерес к жизни, настроение улучшить, вот все такое. Я сегодня решила записать такое видео, подбадривающее некоторых женщин, потому что многие мне пишут, что я их подбадриваю, поддерживаю интерес к жизни, и они мне благодарны. Вот я их тоже поддерживаю, посылаю им лучики добра, позитивной энергии. Ухаживайте за собой, любите себя, и тогда окружающие будут вас любить, и вы будете больше любить окружающих людей, природу, этот мир, эту жизнь, и все у вас сложится гармонично. Вот. Решила высказаться. Давно не записывала такие видео. Раньше тоже отвечала на подобные вопросы, но сейчас решила еще раз повторить. Потому что старые видео, возможно, никто и не смотрит. Вот я залила, видите, 2 столовые ложки молотых семян и примерно стакан кефира. И получается через несколько часов вот такая масса, похожая на пудинг, на какую-то кашку. И можно есть потихоньку. Вот, очень полезная вещь. Здесь все микроэлементы, витамины, которые нужны. Еще я люблю покупать травяные чаи. Вот недавно купила, видите, такой чай с семенами фенхеля био. И еще вот такой чай с имбирем, куркумой и тропическими фруктами. Очень вкусный. А иногда я просто беру семена рассыпные, сама мелю и сама делаю чаи. Когда как. Главное, чтобы они были биологически чистыми, выращены без пестицидов. Вот это основное требование. И в основном они будут приносить пользу. Любые чаи. Чувствуйте свое тело, чувствуйте свой организм, что вам нужно, то и применяйте. Частенько я пью укропные семена. Это для почек очень хорошо. Разные чаи можно пить.